Вы знаете тот момент, когда вы смотрите в зеркало и понимаете, что пришло время глубоких перемен. Именно об этом мы и поговорим сегодня. Личная трансформация – это не просто мимолетное желание, это мощное решение, которое исходит из глубины души. Представьте, что вы находитесь перед волшебной дверью, а по ту сторону – все, о чем вы когда-либо мечтали. Изобилие во всех сферах вашей жизни. Та самая работа мечты, невероятные отношения и сияющее здоровье. Но вот секрет, который знают немногие. Эта дверь открывается только тогда, когда вы принимаете верное решение. Такое, которое заставляет ваше сердце биться быстрее. Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди кажутся рожденными под счастливой звездой? На самом деле это неудача, это энергия. Когда вы решаете быть готовыми к изобилию, в энергетическом поле вокруг вас происходит нечто необычное. Вы словно настраиваете свое внутреннее радио на точную частоту процветания. И речь идет не только о деньгах, хотя это важно. Мы говорим о полном изобилии, душевном спокойствии, переполняющей любви, крепком здоровье и, да, материальном процветании. Вселенная реагирует на ваше решение с той же интенсивностью, с какой вы его принимаете. Подумайте о ком-то, кем вы восхищаетесь, о ком-то, кто достиг выдающихся результатов. Знаете ли вы, в чем секрет этого человека? Она приняла непоколебимое решение преобразиться. Это было не что-то вроде «я попробую», а скорее «я сделаю это». Это похоже на историю Томаса Эдисона, который не сдался после тысяч попыток создать лампочку. Он не просто пытался, он решил, что собирается осветить мир, и ничто не могло его остановить. Внутри вас тоже есть эта сила, ожидающая пробуждения. Когда мы говорим о повышении своих вибраций, многие люди думают, что это что-то слишком сложное или мистическое. Но на самом деле это так же естественно, как дышать. Речь идет о сознательном выборе своих мыслей, слов и действий. Представьте, что вы подобны гигантскому магниту, вы притягиваете именно то, что вибрирует с той же частотой, что и вы. Если вы проводите весь день, жалуясь и сосредотачиваясь на том, что не так, угадайте, что вас привлекает. Больше причин жаловаться. Но когда вы решаете повысить свою вибрацию, это словно включается мощный маяк, привлекающий в вашу жизнь все хорошие. Согласование со Вселенной – это не абстрактная концепция, это ежедневная практика. Начните с наблюдения за своими первыми часами дня. Как ты просыпаешься? Какова ваша первая мысль? Как насчет того, чтобы начать день с простой практики благодарности? Перечислите 3 вещи, за которые вы благодарны, еще до того, как встанете с постели. Это начнет настраивать вашу частоту на лучшее, что может предложить жизнь. И не останавливайтесь на достигнутом. В течение дня совершайте небольшие добрые дела. Улыбнитесь незнакомцу, помогите кому-нибудь открыть тяжелую дверь, сделайте искренний комплимент. Каждый маленький позитивный жест – это ступенька на лестнице вашей трансформации. Большинство людей не осознают этого, но наши мысли подобны семенам, которые мы сажаем в саду жизни. Когда вы принимаете решение о трансформации, вы словно тщательно выбираете самые сильные семена для посадки. И вот ценный секрет. Мало просто посадить, нужно с ежедневным вниманием и заботой поливать эти семена. Как? Через ваш сознательный выбор, ваши слова силы, ваши действия, соответствующие вашим целям. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему некоторые люди так легко достигают своей мечты? Это не потому, что они более особенные или удачливые. Это потому, что они поняли нечто фундаментальное. Важность сосредоточенности на решении о трансформации. Это как водить машину. Куда смотришь, туда и едет машина. Если вы будете пристально следить за своей целью, даже если на пути появятся препятствия, вы естественным образом найдете способы их обойти. Один из самых мощных инструментов, позволяющих придерживаться своего решения, это создать ежедневный ритуал достижения своих целей. Это может быть что-то простое. Например, выделить 10 минут утром на то, чтобы визуализировать свои мечты или записать свои намерения на день в дневник. Важно то, чтобы этот ритуал был последовательным и значимым для вас. Некоторые люди любят медитировать, другие предпочитают заниматься физическими упражнениями,
мысленно закрепляя свои цели. Найдите то, что лучше всего подходит вам, и сделайте это священным обязательством перед самим собой. Вам знакомо это чувство, будто что-то большее направляет ваши шаги. Именно это и происходит, когда вы принимаете по-настоящему преобразующие решения. Вселенная начинает действовать в вашу пользу, предлагая нужных людей, идеальные возможности и даже проблемы, необходимые для вашего роста. Это как если бы невидимая сила начала организовывать кусочки головоломки в вашей жизни так, как вы даже представить себе не могли. Давайте теперь выполним практическое упражнение. Возьмите бумагу и ручку. Вверху листа напишите большими буквами «Я решаю сейчас». Ниже перечислите 3 области своей жизни, которые вы полны решимости изменить. Это может быть ваше здоровье, ваши финансы, ваши отношения, все, что для вас сейчас наиболее важно. Теперь для каждой области запишите конкретные действия, которые вы можете начать сегодня. Оно не обязательно должно быть большим. Маленькие, последовательные шаги ведут к большим преобразованиям. Одна из самых больших ловушек на пути трансформации – желание немедленных результатов. Это все равно, что посадить семя и каждый день выдергивать его, чтобы посмотреть, вырастет ли оно. Настоящая трансформация происходит в нужное время, как цветок, который расцветает естественным путем. Ваша задача – придерживаться своего решения и продолжать поливать свое семя позитивными действиями, независимо от того, что происходит вокруг вас. Возможно, вы слышали известную фразу «Энергия следует за вниманием». Когда вы принимаете твердое решение трансформироваться, ваша жизненная энергия начинает естественным образом течь к вашим целям. Это как если бы вы настраивали радио. Сначала может быть небольшая статика, но как только вы точно настроите частоту, музыка начинает играть четко и четко. Ваши мысли, слова и действия естественным образом совпадают с вашим решением. Личная трансформация – это не событие, это путешествие. И, как и в любом путешествии, будут моменты сомнений. Моменты, когда вы можете задаться вопросом, находитесь ли вы на правильном пути. В такие моменты помните о силе вашего первоначального решения. Вернитесь в тот момент, когда вы решили измениться, к тому мощному ощущению уверенности. Используйте это воспоминание как якорь, чтобы оставаться твердым в достижении своей цели. В квантовой физике есть интересная концепция под названием «коллапс волновой функции», которая учит нас тому, что простой акт наблюдения меняет его природу. Точно так же, когда вы принимаете четкое решение о трансформации и остаетесь сосредоточенным на этом, вы буквально начинаете разрушать все возможности во Вселенной в пользу своей цели. Это как если бы вы программировали GPS Вселенной на желаемый пункт назначения. Сила вашего решения подобна снежному кому, катящемуся с горы. Чем больше вы подкрепляете это решение согласованными мыслями и действиями, тем больше и могущественнее оно становится. И вот над чем интересно поразмыслить. Пока вы укрепляете свою решимость к трансформации, Вселенная уже за кулисами сворачивает горы, готовя почву для ваших достижений. Вопрос в следующем: готовы ли вы все это получить? Потому что когда мы говорим о ясности намерения и визуализации, мы вступаем на еще более увлекательную территорию этого путешествия. Теперь, когда мы понимаем силу твердого решения, давайте погрузимся в нечто поистине волшебное – ясность намерения и силу визуализации. Знаете, когда вы настолько голодны, что можете почувствовать запах и вкус любимой еды, даже если ее там нет. Это сила вашего творческого разума в действии. И именно эту силу мы будем использовать, чтобы проявить ваши самые сокровенные желания. Иметь ясность намерения – это все равно, что использовать GPS, чтобы добраться до пункта назначения. Представьте себе, что вы выходите из дома, не зная, куда хотите пойти, вы можете ехать часами и никуда не прийти? Верно. То же самое касается и наших жизненных целей. Когда вы четко определяете, чего хотите, это все равно, что вводить точный адрес во вселенную GPS. И вот мощный секрет. Чем конкретнее вы будете, тем легче Вселенной будет предоставить именно то, что вы хотите. Визуализация – настолько мощный инструмент, что его используют спортсмены-олимпийцы, успешные бизнесмены и известные художники. Знаете ли вы,
что Мухаммед Али визуализировал каждое движение своего боя еще до того, как вышел на ринг. Или что Уолт Дисней мысленно гулял по своему парку задолго до того, как был заложен первый камень. Не случайно эти люди добились выдающихся результатов. Они поняли, что физической реальности предшествует ментальная реальность. Давайте прямо сейчас выполним практическое упражнение. Закройте на мгновение глаза и представьте свою самую важную цель. Но не представляйте это просто как фотографию. Создайте полноценный мысленный фильм. Если ваша цель – новый дом, например, понюхайте свежескошенную траву в саду, послушайте пение птиц по утрам, прикоснитесь к стенам, пройдитесь по комнатам. Чем больше чувств вы задействуете в этой визуализации, тем более реальной она становится для вашего мозга. Одно из самых захватывающих открытий современной нейробиологии заключается в том, что наш мозг не очень хорошо различает реальный опыт и ярко воображаемый. Когда вы интенсивно визуализируете что-то, ваш мозг высвобождает те же нейромедиаторы, что и в реальной ситуации. Вот почему, когда вы регулярно визуализируете свои цели, ваше тело и разум начинают готовиться к тому, чтобы воплотить их в жизнь. Это как генеральная репетиция большого шоу в вашей жизни. Большинство людей совершают решающую ошибку, когда думают о своих целях. Они представляют их как нечто отдаленное в будущем. Но секрет мощной визуализации заключается в переносе будущего в настоящее. Вместо того, чтобы думать «однажды я это получу», начните чувствовать, что у вас уже есть то, что вы хотите. Это как та история о великом ученом Николе Тесле, который все свои изобретения сначала строил в уме, проверял их неделями или месяцами мысленно, а уже потом материализовал, и они работали отлично. Существует мощная техника под названием «память будущего», которую вы можете начать использовать уже сегодня. Это работает так. Каждый вечер перед сном выделяйте 5 минут на то, чтобы вспомнить свой идеальный день, как будто он уже случился. Каково было проснуться в доме своей мечты? Каково было получить это повышение? Каково было совершить это особенное путешествие? Создайте каждую деталь, почувствуйте каждую эмоцию. Ваше подсознание будет работать всю ночь, чтобы приблизить эту реальность к вам. Ясность намерений также означает полное соответствие вашей цели. Иногда мы говорим, что хотим чего-то, но глубоко внутри у нас есть ограничивающие убеждения, которые мешают нам достичь этого. Например, вы можете говорить, что хотите финансового процветания, но при этом придерживаться убеждения, что деньги – это грязно или богатые люди – плохие люди. Крайне важно выявить и трансформировать эти убеждения, чтобы ваше намерение было чистым и ясным, как кристально чистая вода. Мощная практика для усиления ваших визуализаций – создать уголок мечты у себя дома. Это может быть небольшой алтарь, доска визуализации или даже специальная папка в телефоне. Важно иметь специальное место, где вы можете разместить изображения, слова и символы, отражающие ваши цели. Каждый раз, проходя через это пространство, останавливайтесь на несколько секунд и эмоционально соединяйтесь со своими мечтами. Знаете ли вы, что бывают моменты дня, когда наш разум более восприимчив к позитивным программам? Первые минуты после пробуждения и последние несколько минут перед сном – волшебные моменты, когда граница между сознанием и подсознанием становится тоньше. Воспользуйтесь этими моментами для самых важных визуализаций. Это все равно, что сажать семена в особо плодородную почву. Визуализация также действует как магнит для возможностей. Когда вы четко представляете, чего хотите, ваш мозг активирует ретикулярную активирующую систему, часть, которая фильтрует поступающую к вам информацию. Это похоже на то, когда вы решаете купить красную машину и внезапно начинаете повсюду видеть красные машины. Они были там раньше, но теперь ваш мозг запрограммирован замечать их. Часто упускаемый из виду аспект визуализации – это важность включения в свои сны других людей. Например, если вы хотите построить успешный бизнес, визуализируйте не только свой роскошный офис, но и довольных клиентов, удовлетворенных сотрудников, положительное влияние, которое ваша компания окажет на общество. Чем больше пользы ваше видение принесет другим, тем большей силой оно будет обладать.
Существует мощное упражнение под названием «Введение дневника будущего», которое может произвести революцию в вашей практике визуализации. Купите специальный блокнот и начните писать ежедневные записи так, как будто вы живете на год вперед, уже достигнув своих целей. Опишите подробно, какова ваша жизнь, чего вы достигли, что вы чувствуете. Процесс письма задействует различные части вашего мозга и делает визуализацию еще более мощной. Наука показывает нам, что наши мысли имеют реальную энергетическую частоту. Когда вы поддерживаете ясную и последовательную визуализацию, вы буквально излучаете во Вселенную определенную частоту. Это похоже на настройку радио. Когда поддерживаешь нужную частоту, музыка играет идеально. И вот что интересно рассмотреть. Пока вы совершенствуете свои визуализации, есть еще один важный элемент для ускорения ваших проявлений – практика благодарности. Давайте исследуем, как эта мощная сила может полностью изменить вашу реальность. Вы когда-нибудь замечали, что некоторые люди излучают особую энергию? Тот тип людей, которые, входя в комнату, словно освещают все вокруг. Это не совпадение, это прямой результат мощной практики, которую мы сейчас собираемся изучить. Осознанной благодарности и повышения нашей личной вибрации. И что лучше всего, вы тоже можете развивать ту же самую магнитную энергию. Благодарность подобна отмычке, открывающей двери к изобилию во Вселенной. Подумайте об этом. Когда вы получаете подарок и проявляете искреннюю благодарность, человек, который вам его подарил, естественно, чувствует склонность дарить вам еще подарки в будущем. Не так ли? Вселенная работает точно так же. Чем больше благодарности вы выражаете за то, что у вас уже есть, тем больше поводов для благодарности преподносит вам Вселенная. Одна из самых преобразующих практик, которую вы можете начать сегодня, это журнал благодарности. Это не должно быть ничего сложного. Просто простой блокнот, в который каждый вечер перед сном вы записываете 3 вещи, за которые вы благодарны в этот день. Это могут быть большие дела, например, повышение по службе, или мелочи, например, улыбка незнакомца на улице. Секрет в том, чтобы по-настоящему чувствовать благодарность в своем сердце, когда вы пишете. Существует техника под названием «ожидаемая благодарность», о которой мало кто знает, но которая может резко ускорить ваше проявление. Это работает так. Помимо благодарности за то, что у вас уже есть, вы благодарны за то, что еще впереди, как будто это уже произошло. Например, если вы хотите новый дом, благодарите каждый день, как будто вы уже живете в нем. Почувствуйте благодарность за свой просторный балкон, цветущий сад, кухню своей мечты. Личная вибрация подобна радиочастоте, которую вы постоянно излучаете во Вселенную. Когда вы регулярно практикуете благодарность, вы автоматически повышаете эту частоту. Это все равно, что поменять плохо настроенное радио на радио с кристально чистым сигналом. И вот ценный секрет. Ваша текущая вибрация определяет не только то, что вы привлекаете, но и то, что вы можете сохранить в своей жизни. Вот почему некоторые люди, кажется, быстро теряют свои достижения. Их вибрации не были настроены на их поддержание. Давайте теперь выполним практическое упражнение. Остановитесь на мгновение и понаблюдайте за своим окружением. Найдите 5 вещей, за которые вы можете быть благодарны прямо сейчас. Это может быть воздух, которым вы дышите, технология, позволяющая вам смотреть это видео, одежда, которую вы носите. По-настоящему почувствуйте благодарность за каждую из этих вещей. Обратите внимание, как ваше тело расслабляется, и ваша энергия мгновенно меняется, когда вы это делаете. Один из самых мощных способов повысить свою вибрацию – это то, что я называю моментом признательности. Каждый час устанавливайте будильник на своем мобильном телефоне. Когда он зазвонит, остановитесь на 30 секунд и оцените что-то или кого-то в своей жизни. Это может быть цвет неба, вкус кофе, который вы пьете, удобство вашего кресла. Эта простая практика, повторяемая постоянно, может полностью трансформировать ваше энергетическое поле за считанные недели. Многие люди совершают ошибку, полагая, что им нужно дождаться чего-то великого, чтобы почувствовать благодарность. Но мастера проявлений знают,
что все как раз наоборот. Чем больше вы благодарите за мелочи, тем более необычные вещи начинают происходить в вашей жизни. Это как поливать растение. Вы не ждете, пока оно принесет плоды, прежде чем начать его поливать? Верно. Вы поливаете его ежедневно, чтобы он мог расти и приносить плоды. Современная наука начинает открывать то, что уже знали древние мудрецы. Благодарность оказывает реальное физическое воздействие на наше тело. Когда мы практикуем осознанную благодарность, наш мозг высвобождает дофамин и серотонин, гормоны хорошего самочувствия. Кроме того, исследования показывают, что у благодарных людей более сильная иммунная система, они лучше спят и имеют более длительные отношения. Это буквально практика, которая меняет вашу биологию. Мощная практика, которую вы можете включить в свой распорядок дня. Это то, что я называю прогулкой благодарности. 10 минут в день гуляйте, концентрируясь исключительно на том, за что вы благодарны. На каждом шагу находите что-то новое, за что можно быть благодарным. Физическое движение в сочетании с психическим состоянием благодарности создает невероятную синергию, которая быстро повышает ваши вибрации. В квантовой физике существует концепция под названием «квантовая запутанность», которая предполагает, что частицы, которые когда-то были связаны, сохраняют связь, даже если их разделяют большие расстояния. Точно так же, когда вы регулярно практикуете благодарность, вы создаете энергетическую связь со всем, что хотите проявить. Вы словно плетете невидимую паутину, которая связывает вас с вашими мечтами. Повышение вашей вибрации посредством благодарности также оказывает интересное влияние на ваши отношения. Когда вы поддерживаете высокую частоту вибраций, вы естественным образом начинаете привлекать людей, вибрирующих в той же мелодии. Это как если бы вы настраивали свое личное радио на более высокую частоту. Автоматически станции, не резонирующие с этой частотой, начинают уходить из вашей жизни, и начинают появляться новые, более согласованные станции. Продвинутую технику благодарности я называю благодарность за трудности. Вместо того, чтобы сопротивляться трудным моментам, будьте благодарны им, признавая, что каждое препятствие приносит с собой возможность для роста. Когда вы сможете быть благодарными даже за свои проблемы, вы достигнете нового уровня энергетического мастерства. Это как алхимик превращает свинец в золото. Вот секрет, который знают немногие. Благодарность имеет накопительный эффект. Каждый раз, когда вы практикуете сознательную благодарность, вы как будто кладете положительную энергию на духовный банковский счет. Со временем эти депозиты начинают генерировать энергичные, сложные проценты, умножая ваше благословение так, как вы даже не могли себе представить. И когда мы говорим об умножении благословений, это подводит нас к еще более глубокому аспекту нашего пути – силе аффирмаций и освобождению от эмоционального бремени. Вы когда-нибудь задумывались о невидимом весе, который мы несем в своем эмоциональном багаже? Мы как будто несем рюкзак, полный камней, страхов, вины, обиды, прошлых обид. Сегодня мы научимся освобождать эти камни один за другим и откроем преобразующую силу, которая существует, когда мы освобождаемся от этого эмоционального бремени. И более того, давайте исследуем, как аффирмации могут полностью перепрограммировать нашу реальность. Думайте о своих эмоциях как о текущей воде. Когда мы позволяем им течь естественным образом, они питают нашу жизнь, как кристально чистая река. Но когда мы подавляем их, они становятся подобны стоящей воде, препятствующей естественному потоку изобилия. Хорошей новостью является то, что существует простой процесс освобождения этих сдерживаемых эмоций. Все начинается с честного признания того, что мы чувствуем, без осуждения и критики. Одним из самых больших препятствий на пути нашей эволюции является страх, замаскированный под чувство вины. Сколько раз вы ловили себя на мысли: «Я этого не заслуживаю», «Я не способен» или «А что, если я потерплю неудачу?» Это проявление страха, одетого в чувство вины, подобно вору, крадущему наш мир и потенциал. Но вот мощный секрет. Вина – это всего лишь ментальная программа, которую можно удалить точно так же, как вы удаляете приложение, которое больше не работает на вашем телефоне.
Существует техника под названием «диалог с эмоциями», которая может глубоко изменить ваши отношения с эмоциональным бременем. Это работает следующим образом. Когда вы испытываете вызывающую эмоцию, посидите немного спокойно и спросите ее: «Чему ты хочешь меня научить? Что ты мне хочешь сказать?» Вы будете удивлены реакциями, которые возникают, когда мы даем голос своим эмоциям, а не пытаемся заставить их замолчать. Позитивные утверждения подобны семенам, которые мы сажаем в саду своего разума. Но вот что мало кто понимает. Недостаточно просто повторять красивые слова, нужно чувствовать их истину каждой клеточкой своего тела. Например, когда вы говорите «я процветаю», важно визуализировать, почувствовать и по-настоящему поверить в это процветание. Это похоже на программирование вашего внутреннего GPS с точными координатами желаемого пункта назначения. Мощной практикой освобождения от эмоционального бремени является то, что я называю ритуалом прощения. Каждый день перед сном анализируйте свой день и определяйте ситуации, в которых вам необходимо простить себя или других. Запишите каждую ситуацию на бумаге и безопасно сожгите ее, визуализируя, как тяжелые эмоции превращаются в свет. Это простой процесс, но он глубоко преобразует, если его практиковать последовательно. Многие люди этого не осознают, но мы храним воспоминания обо всех наших эмоциональных переживаниях в наших физических телах. Вот почему мы иногда чувствуем стеснение в груди, ком в горле или напряжение в плечах. Мощный способ высвободить эти клеточные воспоминания – это сознательное дыхание. Глубоко вдохните, представляя, как золотой свет входит в ваше тело, и выдыхайте, представляя, как весь негатив высвобождается, как темный дым. Аффирмации наиболее эффективны в сочетании с физическими действиями. Например, когда вы совершаете ежедневную прогулку, синхронизируйте свои утверждения со своими шагами. С каждым шагом мысленно повторяйте «Я сильный», «Я способен», «Я в изобилии». Физическое движение усиливает силу слов, создавая более глубокие программы в вашем подсознании. Это похоже на запись пластинки в высоком разрешении. Часто упускаемый из виду аспект эмоционального освобождения – это важность смеха. Знаете ли вы, что 5 минут искреннего смеха могут снять больше эмоционального напряжения, чем час терапии? Именно поэтому я предлагаю включить в свой распорядок дня моменты осознанной радости. Смотрите смешные видео, рассказывайте анекдоты, танцуйте так, как будто никто не смотрит. Смех – один из самых мощных растворителей для растворения эмоциональных блоков. Существует древняя техника под названием тэппинг или EFT – техника эмоциональной свободы, которая прекрасно сочетается с позитивными аффирмациями. Повторяя свои аффирмации, осторожно прикасайтесь к определенным точкам акупрессуры на своем теле. Вы словно перепрограммируете свою энергетическую систему, освобождая старую и устанавливая новую. Исследования показывают, что этот метод может значительно снизить стресс и беспокойство за считанные минуты. Самые сильные аффирмации – это те, которые резонируют с вашей личной истиной. Вместо того, чтобы копировать общие аффирмации из интернета, создайте свои собственные. Используйте слова, которые имеют для вас особое значение, вызывают искренние положительные эмоции. Например, если у вас есть счастливое детское воспоминание, связанное с морем, ваши утверждения могут включать океанические метафоры. «Я огромен, как океан, и полон бесконечных возможностей». Одна из преобразующих практик – это то, что я называю внимательная эмоциональная инвентаризация. Раз в неделю выделяйте 30 минут на то, чтобы составить список всех эмоций, которые вы испытываете. Для каждой негативной эмоции создайте соответствующие положительные утверждения. Например, если вы боитесь будущего, ваша аффирмация может быть такой: «Я полностью уверен в том, что моя жизнь сложится идеально». Это как превратить яд в лекарство. Современная наука открывает нечто удивительное. Наши слова имеют реальную вибрационную частоту, которая влияет на нашу клеточную структуру. Когда мы повторяем позитивные утверждения, мы буквально меняем нашу биохимию. Доктор Масару Эмото продемонстрировал это в своих экспериментах с кристаллами воды. Положительные слова создавали гармоничные и красивые кристаллы,
а отрицательные слова образовывали искаженные и хаотичные кристаллы. Вот секрет, о котором мало кто знает. Самое подходящее время для снятия эмоционального бремени и внедрения новых аффирмаций – это убывающая луна. Как будто сама природа помогает нам отпустить старые и принять новые. Согласование наших практик с естественными циклами значительно усиливает их эффект. Говоря о выравнивании с высшими силами, это подводит нас к еще более глубокому аспекту нашего путешествия – связи со знаками Вселенной. Было ли у вас когда-нибудь такое чувство дежавю? Или заметили, как иногда в вашей жизни неоднократно появляются определенные числа? А как насчет тех совпадений, которые кажутся слишком идеальными, чтобы быть просто случайностью? Добро пожаловать в увлекательный мир вселенских сигналов. Сегодня мы научимся распознавать, интерпретировать и, самое главное, доверять этим сигналам, которые постоянно посылает нам Вселенная. Вселенная всегда общается с нами, но мы часто слишком заняты, чтобы это замечать. Это все равно, что иметь высококлассный смартфон, но никогда не проверять уведомления. Эти знаки могут проявляться во многих формах. Через яркие сны, случайные встречи с конкретными людьми, музыку, которая играет точно в нужный момент, или даже через животных, которые необычным образом пересекают наш путь. Один из наиболее распространенных способов получения сигналов из Вселенной – это синхронность. Те моменты, когда, казалось бы, не связанные события значимым образом совпадают. Например, вы подумываете о смене карьеры и вдруг начинаете встречать людей, которые работают именно в той сфере, которая вам нужна, или повсюду видите похожие объявления. Карл Юнг, известный психолог, назвал эти значимые совпадения. Развитие доверия к универсальному процессу похоже на обучение плаванию. Сначала ты судорожно размахиваешь руками, пытаясь все контролировать. Но со временем понимаешь, что расслабиться и плыть по течению гораздо эффективнее. То же самое относится и к нашему духовному путешествию. Когда мы доверяем божественному времени, все становится на свое место естественным образом, как кусочки космической головоломки. Существует мощная техника под названием «журнал знаков», которую вы можете начать уже сегодня. Каждый вечер перед сном записывайте любые необычные события или интересные совпадения, произошедшие с вами в течение дня. Со временем вы начнете замечать появление закономерностей, как будто вы расшифровываете секретный язык, который Вселенная использует для общения с вами. Многие люди путают доверие к процессу с пассивностью. Нет ничего более далекого от истины. Доверять Вселенной – это все равно, что сажать сад. Вы готовите почву, сеете семена, регулярно поливаете, а затем доверяете естественному процессу роста. Вы же не выдергиваете растения, чтобы посмотреть, растут ли корни. Верно. Тот же принцип применим и к проявлению наших желаний. Животные – могущественные посланники Вселенной, каждый из которых несет свою собственную символику. Например, неоднократное появление бабочки может символизировать трансформацию и обновление в вашей жизни. Орел может представлять более высокую точку зрения, которую вам необходимо принять. Обратите внимание, какие животные постоянно появляются на вашем пути. Они могут нести важные послания для вашего путешествия. Трансформирующая практика – это то, что я называю медитацией наблюдателя. В течение 10 минут каждый день сидите спокойно и просто наблюдайте за всем, что происходит вокруг вас, без осуждения. Это похоже на просмотр фильма, где каждая деталь может быть посланием Вселенной. Это состояние осознанности открывает ваши каналы восприятия для получения более тонких сигналов. Вселенная часто использует числа как форму общения. Их называют ангельскими числами. Если вы начнете видеть повторяющиеся последовательности вроде 111, 222 или 444, обратите внимание на то, о чем вы думали в этот момент. Каждая последовательность несет определенное сообщение. Например, число 111 часто указывает на то, что ваши мысли быстро проявляются, поэтому осознавайте, на чем вы сосредотачиваетесь. Доверие к универсальному процессу укрепляется, когда мы ведем учет того, как все развивалось в прошлом. Создайте журнал проявлений, куда вы будете записывать не только свои желания, но и то, как Вселенная их исполняла, часто совершенно неожиданным образом и даже лучше,
чем вы себе представляли. Эта запись служит якорем в моменты сомнений. Сны – еще один мощный канал, через который Вселенная общается с нами. Держите блокнот рядом с кроватью и записывайте свои сны, как только проснетесь. Особое внимание уделяйте повторяющимся снам или тем, которые кажутся особенно яркими. Они часто содержат важные сообщения о вашем жизненном пути или решениях, которые вам необходимо принять. Один из самых прекрасных способов довериться процессу – это практика освобождения с любовью. Когда вы устанавливаете четкое намерение, предпринимаете необходимые действия, а затем буквально отпускаете привязанность к результату, вы входите в состояние магического потока, в котором синхронности начинают умножаться. Это как танец со Вселенной. Иногда ты ведешь, иногда тебя ведут. Проблема на нашем пути – это не наказание Вселенной, а, скорее, направление для нашего роста. Когда мы сталкиваемся с препятствиями, вместо того, чтобы сопротивляться, мы можем спросить себя: в чем здесь урок? Куда это меня ведет? Такое изменение точки зрения превращает каждую трудность в шаг к нашей эволюции. Вот глубокий секрет доверия к процессу. Когда вы по-настоящему доверяете, вы входите в состояние предвкушения благодарности. Ты не просто веришь, что все получится, ты уже благодарен, как будто так и было. Это состояние сознания чрезвычайно мощное и буквально притягивает проявления в вашу реальность. Мы много говорим о том, как распознавать знаки Вселенной и доверять им. А теперь представьте, каково было бы применять все эти знания в повседневной жизни, превращая каждый момент в возможность соединиться с чем-то большим, чем мы сами. Итак, смогли ли вы почувствовать силу, которая существует внутри вас? Все эти знания, которыми я поделился сегодня, это не просто теория, это приглашение к настоящей революции в вашей жизни. Но теперь самое главное – действие, потому что знание без практики – это все равно, что иметь в гараже мощную машину, даже не заведя ее. Представьте, какой была бы ваша жизнь через год, если бы вы начали применять эти учения сегодня. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько возможностей может остаться незамеченным просто потому, что вы еще не настроились на нужную частоту? А сколько ваших мечтаний могли бы сбыться, если бы вы начали практиковать эти техники сейчас? Хочу задать вам несколько вопросов. Что вам мешает начать эту трансформацию уже сегодня? Какие оправдания вы использовали, чтобы отложить свое счастье? Сколько еще вам придется ждать, чтобы прожить необыкновенную жизнь, которую вы заслуживаете? Настало время принять решение. Вы можете продолжать жить на автопилоте, позволяя жизни вести вас. А можете взять все под свой контроль и начать осознанно создавать свою реальность. Выбор за вами, и сделать его нужно сейчас. И помните, вы не одиноки в этом путешествии. Если этот контент тронул ваше сердце, нажмите кнопку подписки прямо сейчас и активируйте колокольчик уведомлений. Так что не пропустите ни одно из наших следующих видео, где я поделюсь еще большим количеством секретов и приемов, которые изменят вашу жизнь. Оставьте в комментариях, какая часть этого видео повлияла на вас больше всего и какие изменения вы начнете внедрять уже сегодня. Ваша история может вдохновить других, кто ее посмотрит. Преобразование, к которому вы стремитесь, начинается с решения. И это решение необходимо принять сейчас. Не завтра, не понедельник, не Новый год. Сейчас.